Где-то на задворках района Сибуя в Токио находится стоматологическая клиника Муто. Небольшое семейное предприятие, принадлежащее, как вы догадались, семье Муто. Самая младшая в этой престижной семье была 20-летняя Азуми Муто, родившаяся 13 июня 1986 года. У нее было два старших брата, младшему из которых был 21, его звали Юки. В их семье все были стоматологами или другими медицинскими работниками. И в истинной японской традиции родители ожидали, что Азуми и ее братья пойдут по их стопам. Им хотелось, чтобы их дети со временем взяли на себя управление семейной клиникой, и очевидно они хотели бы, чтобы она перешла и к их будущим внукам. Старший брат Азуми, имя которого осталось неизвестным, уже пошел по стопам своих родителей. Он усердно учился и добился высоких оценок в университете. Это, конечно, вызывало гордость у его родителей. И если бы его младший брат и сестра могли последовать его примеру, то они были бы просто на седьмом небе от счастья. Но их мечтам не суждено было сбыться. Еще в школе Юки начал отставать в учебе от своих одноклассников и не смог получить достаточно высокие оценки, чтобы поступить в университет или даже претендовать на окончание средней школы. А что касается их дочери Азуми, то ее никогда не интересовала стоматология, и она ненавидела судьбу, которую ей навязали родители. В Японии желание следовать семейным традициям может быть очень тяжелым бременем для детей. Это довольно серьезная проблема. И такое требование к молодым людям настолько распространено, что серьезно влияет на психическое здоровье молодежи, в результате чего появляются отшельники, не имеющие никаких стремлений в жизни. И как многие из вас могут знать, эти люди известны как хикикамори. Это также одна из причин того, что в Японии относительно высокий уровень смертности от самоубийств, так как люди скорее умрут, чем будут стыдиться перед своими семьями. Если подумать, это действительно печальная реальность, с которой сталкивается страна. Но Азуми обладала сильным характером. И хотя ее родители настаивали на том, чтобы она осталась в семейном бизнесе, она знала, что это не для нее. Поэтому после окончания средней школы девушка начала изучать компьютерное программирование, а также стремилась стать моделью и актрисой, к большому огорчению своих родителей. Их давление было настолько сильным, что в возрасте 18 лет Азуми покинула свой дом на несколько месяцев, чтобы лучше сосредоточиться на своих новых стремлениях в качестве актрисы. Это не было неожиданностью, поскольку семья, в которой она росла, была описана как холодная и нелюбящая. А давление, которому подвергались эти дети со стороны родителей, часто приводило к ссорам между поколениями. В это время Азуми снималась в малобюджетной экранизации аниме «Лимон со сливками». Фильм получил рейтинг 18+, и был крайне непристойным по японским стандартам. Через несколько месяцев после ухода из семьи у девушки закончились деньги, и она решила вернуться домой. Родители неохотно разрешили ей продолжать изучать программирование и даже позволили работать ей моделью. На удивление, семья была просто счастлива, что она вернулась. Были счастливы все, кроме ее брата Юки. Хотя Азуми была умна и преуспевала в выбранном ею пути в стороне от семейных традиций, амбиции Юки шли в противоположном направлении. Он не только хотел заниматься стоматологией, но и радовать своих родителей. Однако, к сожалению, он не смог продолжить учебу. В детстве ему говорили, что он станет неотъемлемой частью семейного бизнеса и принесет большую пользу своей семье, что, конечно, очень сильно давило на Юки. Его сестра была достаточно умна, чтобы сделать то, что он не мог, но при этом отвернулась от семейных традиций. В то время как он старался ради одобрения своих родителей, ей было просто все равно. Азуми чувствовала неприязнь, исходящую от Юки, и знала, что он ее ненавидит. Девушка говорила своим друзьям, что брат ее пугает и что у него было странное поведение. Азуми часто становилась не по себе от его взгляда, и она догадывалась, что его мысли никогда не были хорошими.
Ее друг утверждал, что чувства Юки и Азуми были намного хуже, чем обычные отношения между братом и сестрой. Это было лишь предположение, но очевидно, что он иногда говорил о ней с отвращением. В школе Юки считали довольно странным. У него было очень мало друзей, и в основном он сидел дома в своей спальне. Несмотря на это, его родители не знали, что в их сыне медленно нарастает ярость, готовая вот-вот вырваться наружу. 30 декабря 2006 года родители вместе со старшим сыном поехали в Фукусиму, чтобы навестить родственников, а Азуми и Юки решили остаться дома. У девушки просто не было желания ехать, в то время как у Юки на новогодних каникулах был запланирован учебный лагерь. Но в тот вечер перед отъездом Азуми, Юки и мать, к сожалению, поссорились, и, конечно же, речь шла о традициях и о том, что они не продвигаются в жизни. Атмосфера той ссоры все еще витала в воздухе, даже после того, как большинство членов семьи ушли. А Азуми и Юки остались одни дома, и оба они были расстроены. Японцы, как известно, сдержанные люди и часто держат свои настоящие мысли и чувства при себе. Это особенно актуально для женщин, но Азуми не была похожа на других девушек, и она всегда высказывала свое мнение. И этот случай не стал исключением. Она все еще не отошла от ссоры накануне вечером и, войдя в спальню брата, планировала разобраться с ним во многих вещах, которые он ей наговорил. Юки сказал сестре, что ему стыдно за нее и что она больше не должна быть частью семьи. И это, конечно, разозлило Азуми. Когда ссора быстро разгорелась вновь, девушка выкрикнула, что он никогда не добьется ничего стоящего, что ему не хватает амбиций и что он останется ни с чем. К несчастью, это заставило его сорваться. В порыве ярости он схватил свой деревянный меч и начал наносить им множественные удары по лицу Азуми. Пока девушка сопротивлялась, удары Юки становились все сильнее и сильнее. Он отчаянно хотел, чтобы она замолчала, и неважно, чего это стоило. «3 января 2007 года семья Мута была готова вернуться домой и приступить к работе после новогодних каникул. Как раз вовремя, поскольку они начали волноваться. Все эти дни Юки и Азуми не выходили на связь, и только перед приездом их сын написал сообщение и предупредил их о неприятном запахе. Он сказал, что его рыба умерла незадолго до того, как он отправился в лагерь. И он не успел от нее избавиться, поэтому он попросил не входить в его комнату. Однако по возвращению домой вонь была настолько сильной, что они просто не могли ее игнорировать. Его дедушка Мамору предложил пойти и убрать мертвую рыбу. Но когда он вошел в комнату Юки, то увидел, что рыба-акула, которую он держал в своем аквариуме, была жива. Это было странно, потому что откуда-то определенно шел запах. Осмотревшись, Мамору обнаружил, что этот запах исходил из шкафа. Открыв дверь, он заметил груду сложенных мешков для мусора, и заглянув в один из них, он увидел плоть и много крови. Мамору в шоке отскочил назад и немедленно вызвал полицию. Тело в мешке было опознано как Азуми, и ожидая, что Юки имеет к этому какое-то отношение, семья ждала его возвращения домой, прежде чем полиция его арестовала. Когда появились новости, таблоиды разразились спекуляциями, утверждая, что он был некрофилом и каннибалом. Но полиция в конечном итоге опровергла эти заявления, за исключением кровосмесительных. Юки почти сразу же признался властям и в комнате для допросов поделился ужасными подробностями своего преступления. После того, как он избил свою сестру мечом, он схватил лежащее рядом полотенце и обернул его вокруг ее шеи. Он душил Азуми в общей сложности 3 минуты, считая при этом от 1 до 180. К его ужасу девушка все еще дышала, поэтому он потащил ее в ванную, а затем утопил. После короткой передышки Юки убрал место преступления и направился на кухню, где взял нож и пилу и вернулся в ванную комнату. Там он снял одежду с сестры и начал расчленять ее тело.
Юки отрезал груди и гениталии своей сестры, а затем кинул их в измельчитель отходов, который находился в раковине на кухне. Он сказал, что это было сделано для того, чтобы скрыть ее пол. После этого Юки упаковал оставшуюся часть ее тела в мешки для мусора, который он хранил в своем шкафу и даже в спальне своей сестры. Поскольку в большинстве японских ванных комнатах слив находится на полу, Юки смог тщательно очистить место преступления, просто направляя струю душа на стены и пол. После того, как парень был удовлетворен своей уборкой, он собрал свои сумки, полные одежды и учебных принадлежностей, чтобы отправиться в лагерь позже в тот же день. Защита Юки пыталась доказать, что он был психически не способен осознать свое преступление и не мог отличить добро от зла. После обследования у психиатра он был признан психически неуравновешенным во время убийства своей сестры. Специалисты утверждают, что до совершения преступления у него была ограниченная дееспособность, а в те моменты, когда он уродовал ее тело, он был невменяем. Нет нужды говорить, что его адвокат настаивал на том, что из-за этого он не должен нести юридическую ответственность за свои действия. Но прокуроры отклонили это ходатайство и посчитали, что неприязнь между ними была достаточно сильным мотивом для убийства Азуми. Таким образом, Юки был обвинен в убийстве и осквернении трупа своей сестры. Прошло чуть больше года, и в мае 2008 года Юки Мута был признан виновным. За все это он получил в общей сложности всего 8 лет тюремного заключения и был оправдан по обвинению в осквернении тела, на том основании, что у него была умственная отсталость. И это несмотря на то, что Юки подробно рассказал о том, что именно произошло до его преступления, а также показал, что у него была ясная память об убийстве, и он точно знал, что делал. Поэтому Верховный суд Токио счел это достаточным основанием для отмены первоначального приговора. Они изменили его обвинительный приговор на обвинение в убийстве и осквернении тела, заменив наказание с 8 лет на 12. Что, как по мне, тоже является очень мягким приговором. Во время судебного процесса родители Юки нашли лучших адвокатов, которых только можно было найти. И что удивительно, это было сделано в его защиту, поскольку они приняли его ужасные действия. Также их родители рассказали, как часто Азуми оскорбляла своего брата, каким тихим и добрым он был. И несмотря на то, что ее убили и расчленили в ее собственном доме, они отвернулись от своей дочери в суде. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети, ссылка на них есть в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся.